И тут настоящий трофей. Ох. Начинаем новую серию охоты на волка. Сегодня погода хорошая, солнечная и ветер восточный. Как раз то, что мне нужно. И вот я выхожу на свое место. Сейчас я сниму фотоловушку, посмотрю, что здесь. Ходит шакал. Уже хорошо. Будет охота. Наша засидка там, и солнышко уже садится. Сел вперед в засидку. Ну тут стулка на месте. Все на месте, все хорошо. Ну все, тишина в студии. Начинаем охоту. Заяц скопился на той стороне камыша. Скорее всего, начались гульки у него. Ну и хорошо. А вот и шакалы. Скорее всего, самка и самец. Самец внимательно на меня смотрит. Надо стрелять. Самец лежит, а самка сбежала. Ну, пойдем посмотрим. Да, попадание по месту, куда и целился. Отлично выстрел. Хороший самец. Отлично. Приехал на поле, где волков стрелял, и решил посмотреть здесь, появилось что-нибудь после добычи волка. Ну, следочки есть. Так что, ну и хорошо. Главное, здесь он есть и появился. То есть пустоту природа не любит. Звери осваивают эти места. Новые звери пришли и осваивают эти места. Очень хорошо. Он проходил прямо мимо моей засидки. Вот здесь вот маскируюсь. Уже как родное место у меня здесь. И спокойно наблюдая за всем. В один из подходящих по ветру вечерков приехал на охоту и устраиваюсь в своей засидке. Наверное, курточку сразу одену, чтобы не вошкаться. Потом вот так вот. Ну и хорошо. Это на колени, чтобы тепло было. В общем, все у меня предусмотрено. Вот. Все закрывается. Вот таким образом, что сидеть долго, практически до выстрела. Так, и палочка моя обязательно, потому что без нее никуда. Ну и все. Накрываемся. Так, есть. Отлично. Вот. И вот как раз сколько тут? 90 метров. Вот, где-то ориентировочно должен быть и волчок. Устроился карабинчик на рогульке. Все как положено. Все наблюдаем. Пока на горизонте никого и ничего. Уже темно. Решил проводить на всякий случай. Если он где-то рядом, может быть и придет. Бобы, правда, у меня нет, но я постараюсь руками это все сделать. Поэтому сильно не удивляйтесь. Опа-на! Вот он. Прет прямо на меня.
Это что ж такое? Как кто сглазил мои выстрелы? Ладно, пойдем посмотрим, что там за зверь такой. Пришлось 4 раза стрелять в него. Да, ну этот готовый. Хороший, матерый зверь. Крепко ему достало, но все равно уходил. Самец. Мощный зверь. Шея какая толстая. Достойный трофей. Вот овцетоварная ферма. Тут всего-то 4 десятка овец. Стало меньше уже, да? Да. 4 штуки. Здесь вот ночью пришли волки. И 4 штуки почистили. Вот пытаюсь что-то здесь вычислить, подходы к этой ферме и попробовать помочь хлопцу. Волки пришли, задрали 4, но я его упросил одну хотя бы достать и положить, если хочет, чтобы я ему помог. Все, красный загорелся, все нормально, работает. Ну все, пошли. Приходят пока одни шакалы. Волчка нет. Но шакалов тоже надо убирать с фермы. Они тут не нужны. Может быть, посижу, уже начали обедать, не буду подходить. Вот здесь под забором я и устроюсь в засидке своей. И как раз вот это весь обзор будет видно хорошо. Чем удобно. Волки, да и шакалы часто бродят вокруг ферм. На территорию осторожничают заходить. Вот, а я их вот здесь как раз за территорией фермы на кругу своем, на ихнем кругу и будут перехватывать. Появиться, конечно, они должны прямо передо мной. Вот отсюда, вот отсюда. Ну, посмотрим. Самое главное, чтобы не выдержать. Закрываемся. Вот. 18:45 вижу шакала. Стоит боком 100 метров и не знает, что ему дальше делать. Сейчас я ему помогу. Есть один. Вот свидетель. Сова. Вот еще один. Нюхнул этого шакала и текать. Вот он залез на вал очистных сооружений и лазит там, разнюхает. Думает, идти ему на приваду или нет. Ну, сейчас я и этому помогу принять решение. После манка, крика раненого зайца, сразу стремглав бежит ко мне. Ну так шакалы всегда делают, когда стараются на перегонки прибежать. Кто первый, тот и полакомится. Осторожничает, но ничего, все равно он будет возле меня. По бровке подбежал к первому добытому мной шакалу. Остановился, подумал, рванул назад. Опять остановился. Ну все, пора. Просидел еще 2 часа, но больше никто не пришел. Пойду искать свою добычу. Вот он лежит. Это первый шакал. Сейчас пойдем второго искать. А вот он и второй. Отлично. 2 выстрела, 2 шакала. Ну, вот такая сегодняшняя охота. Помог фермеру справиться. С чувством выполненного долга тащу их до своей засидки.
Ну и хорошо, охота удалась. Еле дотащил. Тяжелый зараз. Сначала один прибежал. Стал прямо возле этого самого. Возле привата. Его тресь готов. Потом смотрю, один дальше лазит. 344 метра. На очистных сооружениях. Я крикнул манок, он прибежал. Я его стрельнул. Так что 2 шакала очистил ферму от этой напасти. Нормальный вечерок. И перед фермером не стыдно, пригласил, я навел порядок. Это самое главное. А волка не было. Потом еще 2 часа или 3 сидел до полуночи. И вопил, и кричал, но никто не прошел. То есть всех жителей этого острова я почистил. Тут у него дырок хватает. Я поставлю, надо. Это прикрутишь, да. Но он тут по прямой. Пока ты же поохотишься. Да, пусть приходит, да, пока. Через недельку опять приехал на ферму. Исследуем, ищем следы, разбираемся, откуда и как волк залазит на ферму. Вот он прямо шел по территории фермы, на выход из фермы. Да, вот он перескакивал сюда, видишь, на траву и по траве пошел сюда. Да, туда, куда он пошел. Да, видишь, тропка здесь. Вот проем в заборе, вот отсюда он сюда и лазил, видишь? Вот в эту щель. Сейчас поставлю фотоловушку здесь. Вот отсюда он и ходил. Это можно выйти в сторону. Сейчас посмотрим. Да. Да, пойдем сходим. Вот он вал очистных сооружений, по которому тогда шакал ходил и прибежал ко мне на крик раненого зайца. А я сидел вон там под забором далеко. Сейчас волчок. Шакала убрал, сейчас волчок появился. И, наверное, вот здесь в затишке я буду сидеть под забором. Устраиваю свои засидки. Очень удобно, хорошая засидка. В любом месте можно, согласно ветра, присесть и быть незаметным. Пока никого. Решаю покричать раненым зайцем. Может, кто и появится. Вот он. Стрелял по волку. Ну, попадание было явное. Ну, на всякий случай 2-й раз выстрелил. И сейчас пойду посмотрю. Ну, пошел хорошо. Собираюсь потихоньку, но карабин уже обязательно беру с собой. Так, на всякий случай. Вдруг пригодится. А, вот он. Да он еще и дышит. Так это волчица. Вот тебе и на. А я думал волк. Но ничего. Охота на волка продолжается. Волчица тоже хорошо. Приехал на ферму, на которой уже отстреляно было 2 шакала и волчица. Может быть, волчок появился. Ищет волчицу свою. А сейчас идем посмотрим на дырку в заборе, что там ходило или не ходило. А вот и он. Да. Волчок здесь ходил. Отлично. Как раз под забором идет в сторону, так сказать, той дырки, в которую он залазил. Ну, сейчас посмотрим, что показала фотоловушка. Да, вот здесь он должен по этой тропке заходить сюда. Вот так вот. Как тут волки прыгают. Кто его знает. Вот здесь и шкурка. Видимо, тягал. А вот и моя фотоловушка. Сейчас посмотрим, что здесь она поймала. В эту дыру в заборе пришел шакал. И, скорее всего, это самочка. Зашла первой, осмелилась и ждет своего самца, как он появится. Ждет и приглашает. Стала прямо на дырку и приглашает его. Вот он запрыгнул
и кинулся сюда. Но все-таки увидел невидимую фотоловушку, и они рванули потом в поле. Ну, таким же образом они и спокойно вернулись с фермы в эту же дырку. Волка нет. Днем ходят коты. Так что все нормально, дырка рабочая. Вот здесь я нашел следы, волчьи следы. Вот, скорее всего, он отсюда ходил на ту ферму, где баранов задавил. Сейчас я поставлю здесь на переходах везде фотоловушки. И, может быть, я его постараюсь перехватить. Здесь он хорошо походил. И туда, и сюда ходил. Хорошие следы. Крупный зверь. Да. Возможно, и сяду вот в этой посадочке, может быть, я его приду. Он ходил туда и назад. Так, ну что, садимся в свою засидку. Вещи теплые я же сюда принес. Осталось только мне с карабином устроиться. Вот так вот. Здесь я буду сидеть. Ну, приблизительно обзор хороший. Видимость хорошая. Как раз вот эти все переходы перед глазами. Ну и все, дай бог мне, так сказать, здоровья. Закрываюсь, маскируюсь. И сижу. Засидка более-менее уже другая. Потому что вот. А тут у меня от ветра закрывается. Надо, я открыл, посмотрел. Ага, все нормально. Карабинчик есть. И все, работаем. Ну и все. Всем удачи. Охота в России на волка продолжается! 11:30 ночи. Сильный дождь кончился. Ну, небольшая мыичка осталась, поэтому и картинка в прицеле нечеткая. Прошла лисичка. Пометила свой путь, покрутилась и ушла. Сидим дальше. 5:30 утра. Появился волк и крутится на углу лесополосы, где я поставил фотоловушку. Как раз там. Я использовал свое тайное средство, которое мне друзья прислали из Казахстана. Мочу волчицы, беременной или какой, я не знаю. Я вот там вот покапал чуть-чуть, для того, чтобы привлечь как-то волка, чтобы он там остановился. Вот там он и начал крутиться. Скорее всего, это тот волчок, который крутился возле фермы. Вот, ищет свою волчицу. Ну и хорошо, что здесь я его перехватил. Еще б добыть его. Все, пора, а то уйдет. Да что ж такое? После того случая не идет стрельба. Хорошо, что взялся у полуавтомат. Пришлось несколько раз стрелять. Стрелял по волку. Не уверен. Выстрел четкий был. Шлепок пули был, с него прямо летело. Но он так еще несколько раз стрелял, мимо меня вот так вот пробежал и ушел. Сейчас пойду посмотрю. Но уверенность, что найдем, есть. Пойдем. Вот он след. Четкий, явный. По грязи как раз шел. Шел сюда. Вот он след, да, следующий. Вот он. Пока идем по следу. Пока идем по следу. Пока идем. Когда я иду за раненым зверем, я зачастую ставлю себя на место этого зверя. Куда бы я побежал, если был бы раненым, чтобы скрыться? По какой тропинке? И, как правило, практически всегда нахожу его. Вроде вот листва примята.
Скорее всего, ну почему крови нет? Иду чисто по наитию. Опа-на. Опа-на. Вот он. Вот он. Вот тут и кровь появилась. Вот отсюда он и прошел, как я и шел. О, хорош. Хороший, пушистый. Это вот настоящий трофей. Да. Это выходная пуля. О, хорош. Отличный. Вот тебе все. Прошел 5:30 утра. Вот так вот. Сначала дождь до 11 ночи. Полоскал такой, что не дай бог. Думал сдаться. После 12 уже начал подмерзать, но он все равно придет. И вот я заметил, что зверь начал ходить по этим переходам под утро. По-любому. Слава богу, что нашел. Вот, зверь крупный, матерый, хороший. Сейчас я попробую приподнять его. Какой он из себя, блядь. Килограмм 35, наверное, будет. А может, это 40. Вот это трофейчик. Дотащим. До машины тут идти по грязи метров 300. Ну ничего. Придется тащить. Вот эта лапа и топталась на дороге. Сейчас потащу и погружу, и, скорее всего, пойду фотоловушки снимать. Они же пока не нужны. А за этим местом будем наблюдать, потому что место перспективное. И бараны рядом. То есть они как-то все равно до баранов, сейчас зима, будут тяготеть и будут идти. Пока в течение 10 дней, 12 дней на этом месте тишина. Буду только мониторить, наблюдать и все. Ну а сейчас фотоловушки снимаю. Вот такая у нас нелегкая охота на волка на Кубани. Вперед! Товарищ, не цепляйся. Вот как раз то место, где я покапал волчью мочу и ставил фотоловушку. Ну все, снимаем фотоловушки. Вот приехал домой, взвесил на кантере 37 килограмм. Вот, пожалуйста, о каких там 70 килограммов речь может быть, если волк он практически с мой рост. Вот и все. Вот у нас волк средний, кавказский, как говорится, 35-37 килограмм. Матерый представитель этого племени 37 всего-навсего. Так что вот такие вот дела, ребята. Это я отвечаю на вопрос. Тот, который охота в России был, показывал волчонка там, и говорит 70 килограмм. Вот он. Вот я еще раз приехал на эту ферму. Все-таки волчок покоя тут не дает. Не знаю, того волчка я добыл буквально в 3 километрах отсюда или другого. Ну, хочется проверить все-таки, волчок здесь ходил или не ходил. Местность здесь холмистая, вот такая, неудобная. В прошлый раз сидел где-то 10 дней назад. Не успел прокричать манок, смотрю в гляделку. Что-то уже идет. Сразу быстренько раз карабин. А оно волк, вернее волчица, как оказалось. Потом выскочила из-за бугра, так встала и стоит. Я приложился, вроде четко есть, но пришлось второй раз стрелять. Сейчас поставлю фотоловушки и буду наблюдать, когда у волка график посещения фермы, потому что в прошлый раз отсидел целую ночь. Волка надо, на шару его так просто не возьмешь. Его надо изучить, график посещения и время посещения, потому что он может ходить раз в 10 дней, а я буду 10 дней тут сидеть и мерзнуть.
Вот это как раз забор фермы этот. Ну, здесь фотоловушку поставил. Там на приваде фотоловушку поставил. Там у меня и моя засидка под забором устанавливается. То есть как раз то, что надо для того, чтобы успешно охотиться. Вот этот вал очистных сооружений. Как раз он очень удобный. Пуля далеко не летит. Вот. И спокойно можно удобно охотиться. Я снова на ферме. Сейчас снимаю фотоловушку, которая на дырку направлена. Посмотрим, что она покажет. Ну, по-любому надо смотреть, что тут она. Вот это вот ферма. Снег идет с дождем, слякоть. Погода собачья. Ну, в принципе, такую погоду любят волки. Эта фотоловушка тоже забита. Снимаю ее. Что тут она может снять, скажите? Снимаю ее. И смотрим. Судя по фотоловушкам, дырой в заборе пользуются только одни зайцы. Волков нет. А на приваду один шакал помаячил издалека и ушел. То есть звери или боятся, или жирные, не хотят есть. Вот я снова на ферме. Сейчас пойду посмотрю приваду, потому что 2 дня лежит снежок. И что здесь может быть? Посмотрим. Хожу вокруг привады. Одна птица. Пока одна птица. То есть все-таки с волчицей и с тем волком разбой здесь закончился. Даже подходов зверя нет, и шакала даже нет, боятся. Ну и хорошо. Сейчас я фотоловушечку поменяю, пусть еще понаблюдает. Может, они появятся. Ну и все, свеженькую поставил фотоловушку, пусть ловит. Значит, прогноз такой, что звери эту ферму покинули, я имею в виду волки. Или просто не пришли новые, этих я забрал, а новые не пришли. Вот сегодня приехал я на то место, где волчицу подстрелил, которая убегала от меня. Вот здесь ребята притащили достаточно крупного телка. Я сейчас как раз посмотрел на него. Ну вот сейчас поставлю фотоловушки и завтра приеду, посижу. Пусть посмотрят. Ну, следочки по дороге свежие, волчьи следы есть. Ну, сейчас посмотрим, что фотоловушки поймают. Одну из фотоловушек я, конечно, ставлю на свое место, где она и уже стояла. Вот, чтобы она половила, что здесь, как обычно, ловит. Вот так. 2 дня прошло, сейчас посмотрим, было там что-то или нет, но я думаю посидеть, чем на диване проваляться. Ну, телок не тронутый. Так что, ну, сейчас посмотрим на фотоловушку, что она покажет. Вот так. Ну и все, сейчас смотрим. Фотоловушка ничего не показала, но все равно буду садиться в засеку. Вот так. Ветер дует прямо на меня. Так что, волчок, ну никак не услышит. Для меня открывается отличнейший обзор. Вот такой вид у меня из окна моей засеки. Первым из живых существ появился зайчик. Он зачастую здесь бегал, посидел, покрутился и ушел на переход. Но ночь сегодня лунная, навряд ли чтоб что-то пришло. 2 часа ночи. Одни зайцы. Так, кто-то идет. 5:30 утра. 5:48 зайчик вернулся и начал пробежку по озимой. 6 утра. Никого.
но, скорее всего, вычислил меня, потому что полнолуние и ушел обратно в поле. В 7 утра просидел 3-ю ночь. 9, 10 и 11 день после посещения волков. Волки так и не появились. То есть они ходят по своему графику. Все. Пора и мне собираться. Да, телка почти не съели. 1/3 точно сожрали, и все вытоптано волчьими следами. Так что волки здесь пиршествовали. Морозы начались, и работа у ребят пошла. Вот сейчас я буду садиться и их ловить здесь. Это мой переход. Приехал на свой переход. Половину телка сожрали. Очевидно, стая пришла, которая до этого сжирала все. И начинает хозяйничать. Ну, сегодня до -7. Постараюсь досидеться до встречи с волками. Может быть, удастся ее и проредить. Ну, посмотрим. Потому что сколько раз был и по дождю, и по грязи. Встречи с волком не было. Это именно после добычи волчицы. А стая так и ходит. Вот здесь по дороге должны прийти волки. Не знаю откуда. Не смотрел. Но, скорее всего, оттуда, с дальней посадки. С вечера, как семнело, прибежал зайчик, посидел, подумал и ушел на переход. Затем появился первый хищник, ушастая сова. Кружила, заметив что-то съедобное, мышь зависла в воздухе. Интересно вот так вот наблюдать за дикими животными. 6:30 утра. Зайцы возвращаются в лесополосу на лёжке на дневной отдых. Наверное, пора и мне собираться домой. Ночь прошла впустую. Какой уже раз. В прошлый раз еле выехал отсюда ночью после дождя. 4 раза пришлось чистить колеса. Дастер забивается сразу. Вот, поэтому как бы бросил фотоловушку и уехал. Сейчас вот морозец с утра. Решил хоть забрать фотоловушку, посмотреть, что сюда ходит. Неделя прошла. И что с этим моим бараном? Ну, поменяю фотоловушку, уеду. Здесь они уже его кончили. Работа здесь хорошая проведена с этим бараном. Фотоловушка на дереве стояла. Что она снимала? Посмотрим. Что-то ее повернуло ветром. Ну, хоть что-то, хоть краешек, может, волка увидел. Сейчас снимем, посмотрим. Конечно, села, даже не орит. Ну, все, поставил фотоловушку. Пусть она снимает. Мы поехали. Сейчас посмотрим, что там. Фотоловушка, хотя и была наклонена, но сумела поймать стаю из 4 волков. А может, их было и больше, в которой явно просматривался темный волк, вожак с доминирующим высоко поднятым хвостом и молодой волк, который перед всеми преклонялся, ложился на спину и показывал свое уважение, любовь к ним. Пользуясь снегом, приехал еще на свою приваду. Сейчас посмотрю, что здесь. О, вот он. Вот они и волки были. О, полтелка уже сожрали. Хорошо, отлично. Значит, сегодня есть смысл сюда ехать. Начали работу. Таскали и сюда, и туда. Да, здесь праздно обувь было. Вот они тут и желудок растербанили. Все, может, сегодня и придут.
А вот этот волк скребся здесь, который доминирующий, с высоко задранным хвостом. Вот здесь он скребся, показывал, что он начальник среди всех волков. Да. Ну, посмотрим, что фотоловушка сняла. Может, что-то и сняла, посмотрим. Но сегодня наверняка, может, они наелись, не придут, а может, и придут. Сейчас поменяю фотоловушечку. И все, и будем принимать решение. Ну все, поставил новую, другую фотоловушку. А мы поехали смотреть, что там у нас. Пришел одинокий волк. Может быть, его из стаи изгнали, а может, стая просто распалась. Постреляли кого-то там или еще что-то. Попитался и начал умываться снегом. И такое бывает среди диких животных. Интересно вот так за ними наблюдать. Что, приехал на место своей засидки. Фотоловушка показала, что 13 и 14 приходил одиночка волк. Стаи не было. Стая пришла, наверное, 15, вот это, что она там натворила, что я показывал вам. Но фотоловушка не сняла, потому что, видать, инеем покрылась, и датчики не работали, и она ничего не сняла. Но я вот приехал сейчас посмотреть, еле-еле пробился по этому снегу, но морозец тянет, но назад хоть спокойно уже выйду. Ну, посмотрю, может, этого одиночку подстрелю. Видимо, его стая и знала, по каким-то причинам, я не знаю. И вот он один шатается, урывками что-то пытается выхватить. Ну, если повезет, может, и стая придет. Ну, таким образом, они уже 4-го телка у меня доедают, а я выловить не могу. График не устанавливается, они ходят тогда, когда захотят, то есть вполне самостоятельно, где-то ничего не придерживаются, поэтому тут, как говорится, на удачу. Повезет, значит повезет. Видимость отвратительная, туман. Ну, хорошо, единственное, что хорошо, что это ветерок оттуда, восточный тянет, зверь меня не услышит. В общем, буду сидеть до полуночи или до выстрела, как получится. Стемнело. Мимо меня, как обычно, проковылял заяц. Мне кажется, что он остановился, поздоровался со мной и поковылял дальше. Вот так вот. А вот и наш волчок. Оголодал по морозу. С жадностью накинулся на телка. Повернись боком. Боком встань. Встань бочком. Есть. Хорошо. Готов. Ну и хорошо. Так, ну что, пойдем посмотрим, что тут у нас получилось. О, хороший, хороший волчок, красавчик. То, что надо, да, это тот одиночка, которого прогнали. Ну, удачно. Как хотелось, так и получилось. Ну что ж, он не старый. Такие еще более-менее средние, а его прогнали. Ну и хорошо. У нас считается, что добыл волка только тогда, когда потянул его за ногу. Что мы и делаем сейчас. Ну вот и все. Зверь добыт, как и предполагалось. Одиночка, которого изгнали из стаи. Ну, что-то они поделили, видать, скорее всего. Это около 9 вечера.
Он появился на приваде, начал жрать. Правда, стоял ко мне задом, но я его уговорил, чтобы он стоял, ну, бочком стал и урезал. Вот так вот. Охота в России продолжается. Охота в России на волка продолжается. Всем добра.